Приветствую, друзья! В вашей машине есть один странный датчик, о котором 90% водителей даже не слышали. Он не показывает ошибок, его нет в простых схемах, и он никак не выдает себя напрямую. Но он вмешивается в работу двигателя и решает, когда машина будет разгоняться и реагировать на педаль газа. Называется он датчик неровной дороги. Звучит глупо? Сейчас объясню, почему он важнее, чем кажется. Он уже породил множество мифов, начиная от того, что данный датчик помогает разбудить водителя, когда автомобиль съезжает с ровной дороги на неровную обочину, и заканчивая тем, что этот датчик необходим для круиз-контроля. Но на самом деле это все абсолютно не так. Как я всегда говорю, 99% всех нововведений в автомобилестроении так или иначе связаны с безопасностью и экологией. Вот и данный датчик к нам пришел именно оттуда. Он немного влияет на безопасность, но в первую очередь он связан с экологией. А если более точно, его первостепенная задача – это защита каталитического нейтрализатора, проще катализатора, а также снижать токсичность выбросов. Таким же образом датчик неровной дороги может защищать катализатор. Дело в том, что катализатор – вещь весьма недешевая, а по статистике большинство случаев выхода его из строя связаны с его перегревом. Почему катализатор перегревается? Перегревается он не от выхлопных газов, как многие думают, а от пропусков воспламенения в цилиндрах двигателя. Что такое пропуски воспламенения? Смотрите по вот этой ссылке и по ссылке в описании. Так как же пропуски воспламенения перегревают катализатор? Дело в том, что не сгоревшая в цилиндре смесь попадает в катализатор и в результате каталитической нейтрализации сгорает в нем. Простыми словами, смесь сгорела не в цилиндре, а в катализаторе. Естественно, чем больше пропусков воспламенения, тем больше смеси сгорает в катализаторе, и тем больше он перегревается. Поэтому нужно было найти какой-то выход. И выход нашли, научив блок управления двигателем определять пропуски воспламенения в каждом цилиндре отдельно. Если блок управления определяет повторяющиеся пропуски воспламенения в каком-то цилиндре, тогда он полностью закрывает подачу топлива через форсунку этого цилиндра. Благодаря этому несгоревшая смесь больше не попадает в катализатор и его не перегревает. Как же происходит этот процесс? Давайте представим в замедлении, как работает двигатель. Во время работы двигателя маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть первый поршень делает свой толчок, и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Затем четвертый и за четвертым второй. Так происходит по кругу. Но наш глаз не может этого уловить, и нам кажется, что маховик двигателя вращается равномерно. Но блок управления двигателем способен определять эти толчки от каждого цилиндра. И, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка. Тогда ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Все очень просто и надежно. Но здесь есть очень большое «но». Допустим, колесо вашего автомобиля попало в яму и замедлило либо ускорило свое вращение на долю секунды. Что же произойдет? А произойдет следующее. Это колесо через систему трансмиссии передаст это замедление либо ускорение на коленвал двигателя, нарушив цикличность вращения маховика. Блок управления двигателем может принять это за пропуск воспламенения и прекратить подачу топлива на форсунку этого цилиндра. Это приведет к тому, что один из цилиндров двигателя выйдет из работы, что довольно опасно, если, например, вы едете по какому-то бездорожью, где необходима полная мощность двигателя, либо где-то на подъем, и в этот момент отключается какой-то цилиндр. Это довольно весьма опасная ситуация, и поэтому этого нужно как-то избегать. Но как это сделать? Все просто. Необходимо просто сообщить блоку управления, что автомобиль движется по неровной дороге. Именно для этих целей и устанавливается датчик неровной дороги. Когда датчик сигнализирует о неровной дороге, тогда блок управления не определяет пропуски воспламенения, а игнорирует нарушение цикличности вращения маховика. Простыми словами, на неровной дороге ЭБУ не следит за пропусками воспламенения, а о неровной дороге ему сообщает датчик неровной дороги. Где же находится датчик неровной дороги? Этот вопрос еще более интересный. Рассмотрим это на примере Chevrolet Lachetti, хотя это относится практически ко всем современным автомобилям. Когда у меня спрашивают, где находится датчик неровной дороги на Lachetti, я всегда отвечаю – нигде. Да, на самом деле так и есть. На автомобилях, оборудованных системой ABS, датчик неровной дороги может и не устанавливаться. Его функцию отлично выполняет система ABS, следя за скоростью вращения колес и сопоставляя эти данные с вращением маховика. Если вникнуть в коды ошибок автомобилей, то можно понять, что буквой P в начале кода неисправности маркируются ошибки силового агрегата, то есть двигателя. И у многих возникают непонятки при расшифровке кода неисправности, например, P1396, который означает «датчик неровной дороги ABS, неверные данные».
Многие не понимают, при чем тут АБС, если код относится к ошибкам двигателя. Вот по причине того, что АБС помимо своих прямых обязанностей еще и принимает участие в работе двигателя, выполняя функцию датчика неровной дороги. На более современных автомобилях данную функцию уже могут выполнять, например, датчики курсовой устойчивости автомобиля. Существуют еще и более хитрые схемы определения неровной дороги. Для примера, на автомобилях Chevrolet Lachetti сигнал о неровной дороге берется от системы ABS, а на некоторых автомобилях без системы ABS для этих целей устанавливается один датчик скорости на переднем левом колесе. Для примера, некоторые автомобили Aveo. А на многих других автомобилях, например Lanos, Nexia и тому подобное, устанавливается датчик неровной дороги в подкапотном пространстве. Надеюсь, видео было вам полезным, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.